что не сделаешь ради обзора. Ну что, всем привет. Новый обзор в 2022 году. Меня не раз спрашивали, что это у меня за брелок. Он попадал в какие-то видео к моим друзьям, как я им скретчил, и меня засыпали вопросами, что это. Это обычный скретч. Вот именно его мне прислали, если я не ошибаюсь, из Франции, Mephians. Те, что чернила делают. И это просто маленький брелок скретч для того, чтобы царапать на стеклах. Ну, мрамор, стекла, все вот, ну, царапались. Вот раньше особенно это было актуально. Сразу предупреждаю, это громко. И по мокрому может, конечно, работать будет тут хуже. Но по сути это просто вот делать теги на стекле. Не знаю, видно, не видно. Покажу поближе даже. В общем, по сути, маркер для вечных тегов. Ух, лед трескается. По сути, это маркер для вечных тегов, которые невозможно стереть, только если поменять стекло. Но единственное, что, мне кажется, в России на данный момент не особо актуально, потому что остановки многие железные, либо просто новые, чистые, на которых скретчить как-то рука не поднимается. А в метро сейчас на все стекла клеят пленку специальную защитную, чтобы нельзя было царапать стекло. Поэтому это, наверное, сейчас более актуально для европейцев, в тех странах, где еще скретчат в метро, либо в электричках. У нас в старых электричках скретчей еще достаточно, можно много увидеть, и там как бы это может пригодиться. А в новых там везде камеры, да и просто когда новые чистые стекла, как-то скретчить не особо охота, зачем портить. Как бы, когда этого было много, это было нормально. Я помню, когда ездил в школу, на всех стеклах были скретчи, без исключения в метро. И я подошел просто к учителю по физике и спросил, чем можно поцарапать стекло. Она сказала мне просто гранитом или камнем. Я набрал, помню, первый раз камней просто на железной дороге, искал на них острые углы и ездил в метро, скретчил. Но это, конечно, было не так четко и быстро, как каким-нибудь подобным скретчем. Но на самом деле не обязательно покупать вот такой брелок за деньги, как бы. Ну, конечно, это удобно, прикольно, что он на ключах всегда с собой. Но по сути это обычный точильный камень, в котором раньше все точили ножи. Вот такой вот. Они бывают разные. Одна сторона всегда менее пористая, так сказать, чтобы шлифовать уже нож для более острого. А вторая сторона всегда более грубая, с более большими порами. Она жестче царапает, но и она громче звучит. Понятное дело, что вот такой огромный камень с собой таскать не обязательно. Можно просто расколоть его или отрезать. Первый раз я нашел, когда такой камень у себя на кухне, я взял нож для резки батонов, который такой волнистый. И пока отпиливал себе кусок этого камня, нож просто превратился в обычный гладкий нож. Мама меня потом спрашивала, как так произошло. Я сказал, что просто перестарался, так наточил нож. Ругать меня за это не стали, но это было смешно. Короче, просто берете точильный камень, разбиваете его об асфальт какой-нибудь или об булыжник, и все, и у вас получается много мелких скретчей, абсолютно бесплатных. Этот точильный камень, наверное, стоит 100 рублей, и из него получится, там, не знаю, штук 10-20 нормальных скретчей, которые долго будут скретчить. Со временем, когда вы скретчите, углы, конечно, стачиваются, и чем более острый угол, тем быстрее и лучше он скретчит. Менее пористая сторона, менее шумная.
ей как бы более беззвучно можно скретчить, но, понятное дело, более долго. Пористой стороной это всегда громче. Не знаю почему, на этом стекле, конечно, ничего не слышно. Это какое-то стекло такое. Но я помню, когда едешь в метро малой, вот таким вот скретчем скретчишь, такое ощущение, что тебя слышно через 2-3 вагона. И все люди смотрят, не понимают, ты стоишь такой в углу и вот так вот делаешь. И у многих людей, конечно, возникает вопрос, что ты там в углу, чем ты там в углу занимаешься, вот так вот стоя наяривая. А так, короче, просто точильный камень. Можно поцарапать любое стекло, можно мрамор поцарапать, металл, как бы, ну, тегали все в основном, конечно, на стеклах. Я думаю, многие видели скретчи в метро, скретчи в электричках, на остановках. И если кто-то задавался вопросом, как это сделать, то вот точильный камень. Ну, понятное дело, не забывайте, что мы все-таки графички, а не вандалы. И поэтому новые стекла там в каких-нибудь новых поездах портить совсем не обязательно. А так, копы проехали, смотрят на меня, думают, что тут делает этот чувак. Сейчас, походу, будут задавать вопросы. Схожу, Новый год праздную, хлопушки взрываю. О. Не знаю, видно, не видно, но теги с этого стереть нельзя теперь, если что. Всем йоу, до следующего обзора. На улице Дубак. Тегить пока особо негде, но я думаю, мы что-нибудь придумаем.